Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Как вы знаете, я готовлюсь к вебинару про больное самолюбие, исследую эту тему и буду вас тоже знакомить с этими исследованиями, не только на вебинаре, но и перед ним. Итак, мы сегодня поговорим с вами на тему «Я не хочу быть хуже». У людей так принято говорить: «Я себя со всеми сравниваю». И когда человек это говорит, он имеет в виду каких-то там других людей. Но при этом он упускает момент, что по факту он всех сравнивает с собой. То есть он некая эталонная величина, и он ее сравнивает со всеми остальными людьми. И в результате этого сравнения делает какой-то вывод. И этот вывод чаще всего о лучшести или о худшести. То есть фактически в этом сравнении мне надо поставить кого-то выше, а кого-то ниже. И когда в этом сравнении я стою выше, то все хорошо, тогда все в порядке. Но если мне кого-то приходится поставить повыше, то в этот момент я чувствую, что я хуже, то есть я ниже. Когда мы говорим с вами про «я», как про эталон, с которым мы все сравниваем, то мы редко задумываемся, а что это за эталон такой? Когда человек пытается в саморефлексии ответить на вопрос «какой я?», у него какое-то смутное представление, некая туманность, где он думает о себе то каком-то очень прекрасном, добром и умном, то наоборот, он думает о себе как о глупом и ужасном. И эти полярности, они создают эту шаткость не только в самоидентичности, но и в этот момент сравнения. То есть фактически моя идентичность, мое представление о себе зависит от моего настроения. Если у меня плохое настроение, то я, начиная смотреть на себя, оценю себя как ужасного. А если у меня какое-то приподнятое, у меня что-то получилось, то я прекрасный. Как видите, это облако представления о себе, оно весьма изменчиво. И помимо этого нам еще и запрещено знать многое о себе. То есть если мы выводим параметры этого эталона, его аспекты, перечисляем его качества, то желательно было бы иметь какую-то объективную картину. Но вы уже знаете, особенно те, кто давно смотрит мой YouTube-канал, что во многом себе признаться достаточно тяжело. То есть есть те качества, которые ой, как не хочется признавать. Потому что если мы их в себе обнаруживаем, мы в этот момент себя точно чувствуем хуже, вообще отвратительными и плохими. Особенно те качества, которые принадлежат нашему звериному. Ну, например, неузнанная жестокость, желание доминировать, вот быть лучше, это как раз из этого внутреннего зверя. Потому что лучшесть – это всегда про альфу. То есть это всегда про альфа-самку или альфа-самца. Пусть это на небольшое мгновение, на какие-то минуты, даже секунды, но это ощущение пребывания себя на вершине лучшести, пусть даже чем соседка или чем коллега, который сидит за соседним рабочим столом, оно воссоединяет человека с вершиной своих устремлений. То есть, когда я лучший, то в этот момент я ощущаю максимальную безопасность. И в этой максимальной безопасности желательно, чтобы я управлял миром, был его таким королем, пусть даже на секунду. Я даже могу смолчать или стерпеть, и я лучше. Вот человек терпит, ничего не говорит, и он в этот момент может быть прекрасно лучше. Итак, когда мы с вами говорим об этом туманном эталоне, о мире имени себя,
в котором у меня к себе нет претензий только на этой вершине, когда я лучше, мы говорим о последствиях этого всего. То есть если я этот незримый, невыведенный в сознание эталон, то, соответственно, у меня будет, например, зависть. Потому что если я буду ощущать, что кто-то лучше, то в этот момент будет просыпаться как раз моя зависть. Но зависть — это большая другая тема. Вот тот, кто подписан на спонсорство, во вторник как раз выйдет ролик, а я сейчас пойду в два других последствия. Это готовность быть лучше и готовность быть хуже. Готовность быть лучше. Это не замечается. Как я и говорила, это естественно. То есть, когда мы лучше, нам это не болит и не чешется. И когда кто-то хуже, мы себя чувствуем вообще. Нету повода для беспокойства. Поэтому мы как будто запоминаем и мониторим только моменты, когда мы хуже. Но по факту лучше и хуже – это две стороны одной монеты. То есть одно без другого не бывает. Если я не хочу быть лучше, то у меня не получится быть хуже. Давайте еще раз. Если я не хочу быть лучше, то я никогда не буду хуже. А если я не хочу быть лучше, у меня не получается быть хуже, тогда я перемещаюсь в какую-то совсем иную систему координат, где у меня появляется инаковость. То есть у меня появляется не мир имени себя, где я эталон, а разные миры разных людей. И эти миры могут мне вообще не подходить. Итак, желание быть лучше. И сопутствующему ему согласие на быть хуже. Худшесть, вот ощущение худшести можно разделить на два условных вида. Худшесть доморощенная, которую мы сами создаем, и та худшесть, которую нам предлагает другой. То есть начнем с доморощенной худшести. Доморощенная худшесть возникает, когда человек осуществляет абсолютно самостоятельно атаки на самого себя. Вот я думаю, что многие из вас, которые давно смотрят мой YouTube-канал, первоначально воспринимали то, что я говорю об устройстве внутреннего мира, как о том, что я узнала, что я хуже, чем есть на самом деле. То есть человек не воспринимал это как информацию, как устройство, как некоторая неизбежность наличия у себя каких-то черт, а как то, что, оказывается, я хуже, чем про себя думал. И человек, слушая информацию о том, как устроен мир, например, о том, что ты неизбежно будешь пытаться самоутверждаться из животной части. И для того, чтобы тебе этого не делать, тебе это надо узнать и не поступать из этой тенденции. То есть это как бы причинно-следственной связи. Но в этот момент, когда я узнала, что я хочу самоутверждаться, я воскликнул: «Боже, какой ужас! Неужели у меня это и есть?» Или отрину это, или начну себя гнобить за это. Вот это ощущение, что я хуже, чем я думала про себя, человек у себя создает сам. Но есть определенная категория людей, которая все время находится в состоянии лучшести. Она все время как будто прыгает на батуте и хочет находиться вверху. Или как валан от бадминтона, который мы подбиваем, чтобы он все время был повыше. То есть, когда мы встречаемся рядом с другим человеком, которому жизненно важно быть лучше, иначе инстинкт самосохранения начинает его атаковать, или же аутоагрессии, или же он себя чувствует небезопасно. То есть, когда много зверя в себе, то ты начинаешь среди других ощущать себя небезопасно. То есть, когда только я лучше, я себя ощущаю безопасно. Если немного хуже, все, мне страшно, я атакую себя, я не могу этого вытерпеть.
И рядом с такими людьми создается определенное поле, определенное пространство. И если рядом человек вот с такой плавающей самооценкой, то он неизбежно будет ощущать определенные эмоции. То есть в этом ролике я бы хотела вывести вам в сознание, рассказать о тех процессах, которые могут возникнуть рядом с людьми определенного типа. Но при этом, как всегда, я прошу обратить внимание на себя. То есть, когда вы будете хотеть быть лучше, люди рядом с вами будут это ощущать. И тогда становится неудивительным, почему люди так реагируют, почему люди отдаляются, некоторые прекращают общение. То есть когда мы вот эту лучшесть распространяем вокруг себя, то другие могут или вступить с нами в конкурентную борьбу, или же сесть на стульчик пониже. Давайте приведем несколько примеров, потому что здесь очень важна интонация, эмоциональный контекст. Именно он выдает это все. Например, представьте, что собралась компания, которая решила пожарить шашлыки. И в этой компании есть кто-то вегетарианец. Мужчина или женщина, не столь важно. И вот люди, значит, хохочут, может, даже немного выпили, нанизывает шампуры на шашлык, и этот человек заходит в это пространство и говорит: «Вы что, будете есть мясо?» Вот видите, здесь по интонации уже понятно, этот человек лучше, потому что не ест, а они хуже. Вы что, будете пить вино? Вы что, будете пить пиво? Вот в этой формулировке человек говорит: а что я такого сказал? Но все вокруг начинают ощущать, что они хуже. Вот когда в группе появляется человек, который постоянно ассоциирует себя с неким идеальным образом, он начинает всю группу использовать для обслуживания его. То есть, например, идет сессия, кто-то говорит о том, что я поругалась с мужем, а человек говорит: ну, не знаю, мы с мужем никогда не ругаемся. Или же: ну, зря вы, конечно, поругались. Видите, здесь все время позиция из того, кто лучше. И эти маленькие фразочки, они другого все время повергают в те механизмы, которые в нем существуют. То есть ты как будто должен стать хуже по сравнению со мной. И, например, мужчина жалуется другу, говорит: мы с женой вообще иногда за день ни разу не созваниваемся. А друг им отвечает: а мы созваниваемся по 3 раза. Видите, здесь это все на тонких эмоциональных моментах. Итак, ну, в первую очередь я предлагаю вам научиться узнавать, когда вы так делаете, для того, чтобы понимать, почему вас негативно начинают воспринимать. В вторую очередь, когда кто-то делает так рядом с вами, то на такое поведение возникает агрессия. Ну, кто-то, кому агрессия запрещена, у него может возникать или замирание, или ощущение плохости, или желание вообще убежать. Но когда ты признаешь этот процесс как условно естественный, то есть в звериной природе кто-то должен быть альфой, там лучшие самки и самцы, лучшая еда. Если ты понимаешь некоторую естественность этих процессов, то тогда ты можешь избежать этой злости или ощущения себя хуже, или желания вступить как олень в бой и биться рогами, выясняя, кто же из нас альфа-самец, кто лучше. То есть, когда мы понимаем, что это, почему это, у нас на это начинает быть меньше эмоций, потому что мы не относим это к себе, понимаем, это процесс у человека. Несомненно, когда кто-то постоянно предлагает место похуже, а вот у нас машина вот этой лучшей марки, я зарабатываю гораздо больше. А зачем ты согласился на такую низкооплачиваемую работу?
То есть, когда человек постоянно так себя ведет, то достаточно сложно находиться рядом с ним, потому что он тебе все время предлагает роль такого или придворного, или челяди. И э, человек, у которого вот этот шаткий образ, ему как будто надо постоянно чекиниться, ему надо постоянно говорить о своих достижениях, о том, как хорошо. И такое поведение вызывает много ажиотажа. То есть люди, которые не понимают, как реально устроена жизнь, их достаточно легко обмануть какой-то идеальной сказкой. И такие люди, они похожи на сирен, которые приманивают: "Смотри лучше, любуйся мной, посмотри, как я прекрасна". И люди: "Да, да, хоть кто-то прекрасен", и так далее. То есть вот это про лучше, быть лучше, оно заложено во многих рекламах, у многих блогеров. Также люди паразитируют на том, что смотри, они хуже, чем ты. Они хуже, чем ты, потому что они вот это не могут, как ты, или потому что они относятся к этой категории. То есть это лучшесть, худшесть, это играние вот на этом инстинкте самосохранения. Ну, надеюсь, этот ролик поможет вам стать с большей опорой на себя, опираться на себя и испытывать на такие манипуляции или меньше эмоций, потому что на такую манипуляцию может возникать внутри и большая злость. То есть не стоит так нервничать по поводу такого поведения. Ну и самое главное — это узнавать такие моменты в себе, когда хочется собрать папочку компромата на кого-то и видеть постоянно эту худшесть для того, чтобы ощущать свою лучшесть. Ну а подробнее о больном самолюбии мы поговорим на вебинаре 20 сентября. Есть вся информация на моем сайте olgademchuk.org. И также напоминаю, что в продаже есть 2 мои книжечки, приобретайте. Я с вами прощаюсь, до встречи.